Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео давайте поговорим про историю. Не будем говорить про историю России, а поговорим про историю очень интересного праздника. Иногда этот праздник называют фестивалем. Почему? Потому что он длится даже не один день, а он длится 7 дней, целую неделю. И не случайно говорю целую неделю, потому что он начинается с начала недели и заканчивается последним днем недели. Самый такой большой праздник как раз происходит в последний день недели. Думаю, что вы уже догадались, что это видео будет о Масленице. Масленица– это такой праздник встречи весны и праздник, когда мы говорим зиме «до свидания», прощаемся с зимой. Хотя, конечно же, это не дословно. Именно с праздника Масленицы не начинается весна. После этого все еще может лежать снег, но солнца становится больше. Как-то это всегда совпадает, что именно после недели Масленицы, масленичной недели, становится больше солнца. Ну вот в Москве, где я живу, точно больше солнца, и мы прям чувствуем, что скоро уже закончится эта длинная-длинная зима, и начнется солнечный период, весенний период. Один из самых ярких и веселых праздников на Руси. Не случайно говорю на Руси, потому что Масленица– это древний праздник. Это праздник, который отмечают с древних времен, и у него очень интересная история. Итак, начнем с происхождения этого праздника. Масленица– это древний славянский праздник, который связан с проводом зимы и встречей весны. Все то, что я вам уже рассказала. Название Масленица связано с маслом и молочными продуктами, которые традиционно употребляли на праздник. А традиционные продукты на Масленицу – это блины. Блины мы как раз готовим. Главные ингредиенты блинов – это масло и молоко. Первоначально Масленица – это был языческий праздник. Масленица появилась до принятия христианства. Это был языческий праздник, который был посвящен солнечному циклу и обновлению природы. Позже, с принятием христианства, праздник остался и вошел в христианские праздничные дни. И теперь его начинают отмечать за неделю до Великого Поста. Чтобы было яснее, сначала мы отмечаем Масленицу 7 дней, потом у нас начинается Великий пост, это 49 дней, и Великий пост заканчивается большим, самым большим религиозным праздником Пасхой. Кстати, а может быть сделать видео и про Пасху? Как отмечают Пасху на Руси и в современной России? Что вы думаете? Следующее. Основные традиции. И самый главный символ Масленицы – это блины. Они круглые и такие золотистые, как солнце. И поэтому они символизируют солнце. И поэтому мы их едим в масленичную неделю очень много, как бы мы притягиваем солнце. Далее. Катание на санях. Масленица – это все-таки такой вот промежуточный период между зимой и весной. И, как я вам говорила, снег все еще лежит. Поэтому катание на санях – это традиционное развлечение, увеселение на Масленицу. Чаще всего, конечно, в городах, в больших мегаполисах об этом развлечении забыли. Но вот в деревнях говорят, что все еще катаются на санях именно в масленичную неделю. Конечно, до этого тоже катаются, но вот на масленичную неделю это обязательное развлечение. Следующее. Чучело Масленицы. Это такое соломенное чучело или соломенная кукла,
которую в конце праздника сжигали, чтобы как раз проводить зиму. И вот само это чучело как раз и называется Масленица. Его это чучело или ее масленицу сжигали. Вот в этом как раз и проявляются те самые языческие обряды. Тем самым показывая, что все, мы попрощались с зимой, и теперь мы готовы встречать весну. Сейчас чучело все еще сжигают. Это больше в качестве развлечения для народа, чтобы посмотреть, чтобы собрать всех людей вместе и вспомнить о каких-то вот древних традициях. Помню, что в детстве мы никогда не сжигали чучело, это было что-то такое вот уникальное. Но сейчас постепенно эта традиция такая возвращается, и в каждом районе, даже в каждом районе мегаполиса можно найти, где будут сжигать чучело именно в последний масленичный день, то есть в воскресенье. Мы вспоминаем этот праздник и стараемся вернуть традиции этого праздника, то в масленичную неделю, особенно в субботу и воскресенье, в выходные дни, проводятся большие гуляния и разные увеселения. Увеселения, то есть игры. Устраиваются катания с горок, и очень часто теперь катание с горок, особенно если это горки, которые специально строятся, бесплатно можно прокатиться на этих горках. Устраиваются кулачные бои. Все именно в шуточной форме, ни в коем случае не до критического избиения. Устраиваются различные игры, поются песни, ведутся хороводы. В общем, это становится таким очень популярным праздником. И мне кажется, что Масленица вообще не случайно именно в этот период, в конце зимы, в начале весны, потому что люди психологически уже устают от зимы. И так было и раньше, очень-очень давно, и сейчас, если вы знаете, то на Руси и в России в современной очень длительное время зима. Да, она не такая холодная, не такая морозная, как была раньше, в древние времена. Но тем не менее, почти 6 месяцев жить в снежном покрове, когда не так много солнца, это, конечно, тяжело психологически. И поэтому мы с нетерпением ждем масленичной недели. Во-первых, символизирует, что скоро придет весна. И, во-вторых, мы отъедаемся до отвала блинов. Да, мы много веселимся, мы готовы весело встретить весну. А еще в масленичную неделю есть такая традиция посещать родственников, близких людей, ходить по гостям, и это мы любим делать всегда. Но вот в масленичную неделю особенно. Важно показать в эту неделю свое гостеприимство и радость. Смысл этого праздника не только встреча весны, далеко не только встреча весны. Смысл этого праздника сегодня такая вот веселая подготовка к Великому посту. Про Великий пост говорить сегодня не буду. Если вам интересно, вы можете прочитать у меня в блоге. Праздник учит радоваться жизни, учит радоваться таким вот моментам, проводить время с семьей, с друзьями и делиться едой, потому что в Великий пост нужно будет следить за питанием, чаще ходить даже не к родственникам и близким людям, а чаще посещать церковь и так далее. Опять же, сегодня в этом видео не про Великий пост. Каждый день Масленицы имел свое значение, имел свой глубокий смысл. Например, понедельник называют встречей, вторник – заигрыши, среда – лакомка, такая вкусная среда. Четверг – разгуляй, супер веселый четверг. Пятница – тещины вечерки, нужно идти в гости к теще. А кто не помнит, кто такая теща? Теща – это мать жены. Суббота – Заловкины посиделки. Идем в гости к сестре мужа. А вот воскресенье – это самый большой масленичный день. Это прощание, прощенное воскресенье. Мы прощаемся с масленичной неделей, мы прощаемся с зимой, и мы прощаем друг друга. Вот здесь у нас такая игра слов
потому что прощенное воскресенье, здесь у нас скрыты слова прощаться, а также просить прощения. То есть в воскресенье, в масленичное воскресенье мы обычно извиняемся перед нашими близкими людьми, перед друзьями, мы просим их прощения за все, что мы совершили. Подробнее о каждом дне, о традициях каждого дня, какие они были на Руси раньше, вы можете опять же прочитать у меня в блоге. В современной России мы не так ответственно подходим к каждому масленичному дню. Обычно мы просто печем блины и только в субботу и воскресенье выходим на улицу, проводим какие-то развлечения с близкими, с друзьями и так далее. В бурной жизни мегаполисов у нас в будние дни не хватает времени на все это. Но раньше это было. Интересные факты. В некоторых регионах России до сих пор делают большие масленичные гуляния с ярмарками, театрализованными представлениями и конкурсами. Я слышала, что так делают в городах Золотого кольца. Например, в Суздале, в Ярославле, в Великом Новгороде и в других городах. Еще интересный факт. Блины могут быть разными. Знаю, что многие иностранцы думают, что традиционные русские блины – это блины и много-много икры, красной или черной. Нет. Традиционные русские блины – это просто блины или блины с начинкой, с творогом, с мясом, может быть с красной рыбой, и то это уже такая экзотика. Не все могут себе это позволить. Я, например, обожаю блины со сгущенкой. Я люблю сладкие блины, блины с медом, со сгущенкой, с шоколадной пастой. Ну все, больше не могу записывать это видео. Готова идти, печь блины и сразу их есть. И еще интересный факт. Сжигание чучела. Сжигание чучела символизирует, да, прощание с зимой и встречу весны. Но также сжигание чучела символизирует прощание с болезнями, с холодом, все то, чего у нас много зимой. Ну и как итог, теперь вы знаете, что Масленица – это веселый, традиционный русский праздник, даже правильно сказать, славянский праздник. Это время радости, веселья, традиций, такой вот семейный праздник, когда мы больше времени проводим с семьей. И в конце давайте вы ответите на парочку моих вопросов. Во-первых, пробовали ли вы блины? И если да, то какие блины? Сладкие или, может быть, с какими-то начинками? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И еще один вопрос. Были ли вы когда-то на масленичной неделе в России? И если да, то напишите, как вы проводили эту масленичную неделю. Если видео было полезным, ставьте лайк. А я предлагаю дружить и общаться в социальных сетях. Продолжайте учить русский язык, подписывайтесь на канал Russian Language Club и пока-пока. До скорой встречи!